Как правильно пересадить фикус Бенджамина? Почему одни фикусы растут пышными зелеными облаками, а другие внезапно сбрасывают листья и чахнут? У моей подруги был фикус, настоящий зеленый красавец, который радовал глаз. Но стоило ей пересадить его, как начался кошмар. Листья осыпались, ветви повисли, а сам фикус будто протестовал против нового дома. «Что я сделала не так?» – спрашивала она меня. Все дело в распространенных ошибках пересадки, которые допускают почти все новички. И это может стоить вашему растению жизни. Сегодня я расскажу вам, как пересадить фикус Бенджамина так, чтобы он не просто выжил, а расцвел, став настоящим украшением вашего дома на долгие годы. Фикус Бенджамина – это не просто растение, а настоящий живой организм со своим характером и своими потребностями. Он может капризничать, обижаться, но если вы научитесь понимать его, он оплатит вам густой кроной и крепкими корнями. Итак, давайте разберемся, когда и как правильно пересаживать фикус, чтобы он не испытал стресса. Когда нужно пересаживать фикус Бенджамина? Не стоит пересаживать фикус без всякой причины. Есть четкие сигналы, которые говорят о том, что пора. Первое – это когда корни выглядывают из дренажных отверстий, а в некоторых случаях даже начинают оплетать нижнюю часть горшка. Это значит, что растение израсходовало доступное пространство, и корневая система больше не может свободно развиваться. В таких условиях корни начинают страдать от недостатка воздуха, питательных веществ и воды, что со временем сказывается на здоровье всего растения. Второе – это когда земля быстро пересыхает после полива. Это верный знак, что корневая система заполнила весь субстрат, вытеснив большую часть почвы. В таких условиях вода не задерживается, а буквально просачивается сквозь горшок, не успевая питать корни. Это приводит к дефициту влаги, из-за чего листья начинают терять тургор и желтеть, а рост растения замедляется. Если после полива вода сразу вытекает из дренажных отверстий, а земля остается сухой на ощупь, уже через несколько часов пришло время пересадки. Следующее – это когда растение растет медленно или вовсе остановилось в развитии. Это может быть связано с тем, что корни уже не имеют места для роста, а питательные вещества в старом грунте практически исчерпаны. Фикус начинает потреблять меньше воды, что приводит к замедлению фотосинтеза и ослаблению жизненных процессов. В результате листья могут становиться мельче, новые побеги появляются реже, а общее состояние растения ухудшается. Если вы заметили, что даже после внесения удобрений фикус не демонстрирует активного роста, это явный сигнал, что ему пора в новый горшок. Следующее – это если вы только что купили фикус, и он сидит в транспортировочном горшке, небольшом пластиковом контейнере, в котором растение выращивалось в питомнике. Такой горшок не предназначен для долгого использования. Он слишком легкий, плохо удерживает влагу, а его почва часто истощена и содержит только минимальный запас питательных веществ. Если оставить фикус в таком горшке надолго, его корни могут начать страдать от нехватки места и питания, а само растение от недостатка стабильности. Поэтому важно как можно скорее пересадить его в более подходящий горшок с качественным грунтом, который обеспечит здоровый рост. Лучшее время для пересадки – это весна. Именно в этот период начинается активный рост, когда растение выходит из фазы зимнего покоя и начинает активно наращивать новые корни и листья. Теплая погода, достаточное количество света и увеличенная влажность воздуха создают оптимальные условия для быстрого укоренения. В этот период фикус легче адаптируется к новому месту, так как его биологические процессы активируются, позволяя быстрее восстанавливаться после стресса пересадки. Пересаженный весной фикус сможет успешно укорениться и продолжить рост, минимизируя риск сброса листьев и других негативных последствий. Выбираем правильный горшок и почву. Горшок должен быть на 2-3 см больше предыдущего в диаметре. Слишком маленький горшок ограничит рост корней и замедлит развитие растения. А слишком большой приведет к застою влаги и загниванию корней. Оптимальный вариант –
это выбрать горшок, который позволит корням свободно разрастаться, но не создаст избытка почвы, впитывающей слишком много воды. Лучше всего подойдут керамические или пластиковые горшки с дренажными отверстиями. Керамика более воздухопроницаема и помогает регулировать влажность, но такие горшки, они более тяжелее и могут быстрее испарять влагу, а пластиковые горшки легче и дольше удерживают влагу, но важно следить за поливом, чтобы избежать переувлажнения. Что касается грунта, то идеальный состав для фикуса включает листовую землю – 2 части, дерновую землю – 1 часть, песок – 1 часть, торф – 1 часть. Можно, конечно, купить готовый грунт для фикусов, но обязательно добавьте в него немного песка и вермикулита для рыхлости. Песок улучшает дренаж, предотвращая застой воды, снижает риск загнивания корней и делает почву более проницаемой для воздуха. Вермикулит, в свою очередь, способствует сохранению влаги в почве, предотвращая ее пересыхание, а также помогает равномерно распределять питательные вещества, улучшая условия для роста корней. Такой состав грунта обеспечит оптимальный баланс между влагой, воздухопроницаемостью и питательными свойствами, создавая идеальную среду для развития фикуса. Как правильно пересадить фикус Бенджамина? Подготовьте горшок. Выберите емкость с дренажными отверстиями, чтобы избежать застоя воды. Затем насыпьте слой дренажа. Это может быть керамзит, мелкие камешки, галька или даже кусочки керамики. Дренажный слой должен быть не менее 2-3 см, так как он обеспечивает циркуляцию воздуха у корней и предотвращает их загнивание. Если дренажных отверстий в горшке мало, можно увеличить толщину слоя до 4-5 см для лучшего отвода лишней влаги. Второе. Осторожно извлеките фикус. За день до пересадки полейте растение отстойной водой комнатной температуры. Это смягчит почву и облегчит извлечение. Переворачивая горшок, аккуратно постучите его по стенкам, чтобы корни легче отделились от грунта. Если растение не выходит, проведите ножом или деревянной палочкой вдоль стенок горшка, стараясь не повредить корни. Не тяните за ствол, лучше слегка наклоните растение и подденьте ком земли руками, помогая ему выйти естественным образом. Третье. Осмотрите корни. Внимательно изучите их состояние. Здоровые корни упругие, светлого или кремового оттенка. Если заметите темные, мягкие или неприятно пахнущие участки, это признаки гниения. Аккуратно обрежьте поврежденные части стерильными ножницами или секатором, стараясь не затронуть здоровые ткани. После обрезки обработайте срезы порошком активированного угля или фунгицидом, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Если корни слишком длинные и спутанные, можно слегка их расправить, но без резких движений, чтобы не повредить структуру. Четвертое. Переместите фикус в новый горшок. Осторожно установите растение в центр горшка, следя за тем, чтобы уровень земли остался таким же, как и в старом горшке. Это важно, так как заглубление ствола может привести к загниванию нижней части, а слишком высокое размещение корней – к их пересыханию. Расправьте корни, если они слишком спутаны, но не растягивайте их насильно. Убедитесь, что фикус стоит ровно, а его ствол расположен вертикально, чтобы избежать кривизны роста в будущем. Пятое. Заполните пустоты свежим грунтом. Используйте питательный и рыхлый субстрат, чтобы корни легко адаптировались в новом пространстве. Насыпайте почву небольшими порциями, слегка встряхивая горшок, чтобы грунт равномерно распределился между корнями. Уплотните его руками, но не утрамбовывайте слишком сильно. Почва должна оставаться воздухопроницаемой, чтобы корни могли свободно развиваться. Если после первого полива земля сильно осела, можно добавить немного грунта сверху, но снова без чрезмерного уплотнения. Шестое. Полейте растения. Первый полив делаем умеренным, используя теплую, отстойную воду, чтобы избежать температурного шока для корней.
Поливайте равномерно по краю горшка, чтобы влага впитывалась постепенно и не размывала корни. Важно не переувлажнить почву, она должна быть слегка влажной, но не мокрой. Если после полива вода начала вытекать из дренажных отверстий, значит влаги достаточно. Избегайте застоя воды в поддоне. Через 15-20 минут слейте излишки, чтобы предотвратить риск загнивания корней. Немного об уходе после пересадки. После пересадки фикус может обидеться, сбросить часть листьев, выглядеть вялым или даже временно остановить рост. Это нормальная реакция на стресс, связанный с перемещением корней и изменением условий. Не паникуйте, растению нужно время, чтобы привыкнуть к новому месту. Чтобы помочь ему адаптироваться и минимизировать стресс, можно сделать следующие действия. Поставьте его в светлое место, но без прямых солнечных лучей, так как после пересадки листья становятся особенно чувствительными к ожогам. Лучше всего разместить фикус в полутени или возле окна с рассеянным светом. Если естественного освещения недостаточно, можно использовать фитолампы, но важно избегать резкого контраста между искусственным и естественным освещением, чтобы растение не испытывало дополнительный стресс. Следующее. Не трогайте и не двигайте растения первые 2-3 недели, так как любое перемещение может вызвать дополнительный стресс. В этот период фикус адаптируется к новому субстрату и активно восстанавливает корневую систему. Даже небольшие перемещения горшка могут повредить молодые корешки, что замедлит приживание растения. Лучше оставить его в стабильном положении, обеспечив комфортные условия для восстановления. Далее обрызгивайте листья теплой отстойной водой 1-2 раза в день. Особенно в первые недели после пересадки. Это поможет поддерживать оптимальную влажность и снизит стресс для растения. Используйте пульверизатор с мелким распылением, чтобы капли равномерно покрывали поверхность листьев, но не стекали крупными каплями, что может привести к образованию пятен или развитию грибковых заболеваний. Далее, через месяц внесите удобрение для декоративно-лиственных растений. Лучше всего жидкое или гранулированное, с постепенным высвобождением питательных веществ. Выбирайте удобрение с балансом азота, фосфора и калия, например, 10-10-10 или 20-20-20, для того, чтобы стимулировать рост листвы и укрепление корней. Хорошим вариантом являются Пакон для декоративно-лиственных растений, Фаска универсальная, Гринволд для фикусов или Бонафорте для фикусов. Разведите жидкое удобрение в воде согласно инструкции и полейте фикус по влажной почве, чтобы избежать ожогов корней. Подкормку лучше проводить в утренние часы, когда растение активнее впитывает питательные вещества. Важно, не удобряйте фикус сразу после пересадки, дайте ему время на адаптацию. Корневая система в этот период особенно уязвима, и избыточные питательные вещества могут только навредить. Первые подкормки лучше вносить через 4-6 недель после пересадки, когда растение полностью привыкнет к новому месту и начнет активно развиваться. Лучше всего использовать жидкие удобрения с низкой концентрацией, разведенные в 2 раза слабее рекомендованной дозировки, чтобы не перегружать корневую систему. Теперь вы знаете все секреты успешной пересадки фикуса Бенджамина. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите в комментариях, я с радостью на них отвечу. А если хотите узнать, как правильно обрезать фикус, чтобы он стал еще гуще и красивее, поставьте лайк. Как только наберем 5000 лайков, я сниму для вас подробный гайд. Не забывайте подписываться. Впереди еще много полезных и интересных тем. До встречи!